Добрый день, друзья, я Владимир Васильев, я снова рад вас приветствовать на своем канале. И сегодня у нас снова тест-флайт, ну, скажем так, одного из самых желанных самолетов людей, владельцев и любителей авиации. Это реально единственный самолет в своей категории, то есть Very Light Jet, который, ну, достиг успеха. Наверное, на самом деле сейчас на рынке только единственный самолет — это Eclipse, который тоже есть, ну, как бы на рынке, но реального именно успеха достиг только вот этот самолет. И здесь самое новое поколение — это Generation 3, то есть это самый новый самолет, который только вот недавно был презентован. И сегодня мы сделаем тест-флайт этого самолета, то есть полетаем, расскажем, как он летает. Я летал уже, много летал на Vision'ах, и каждый раз это самолет улыбка. Ну, такой, который может показать. Так что на сегодняшнем тесте встречайте Vision Jet Generation 3. В начале 90-х годов началась гонка, ну, скажем так, создания так называемого Very Light Jet, то есть очень легкого реактивного самолета. В эту гонку включилось, ну, достаточно много компаний, то есть это понятно, что это был Cirrus, это был Eclipse, это был Piper и это был Diamond. И, в общем-то, все эти самолеты, все эти компании создали самолеты. Изначально вообще была идея создать самолет, который будет стоить, реактивный самолет, который будет стоить меньше $1 миллиона. Сразу же скажу, идея провалилась просто в хлам. То есть она, к сожалению, никаким образом она своей цели не достигла, но история самолетов оказалась, ну, достаточно разная. Был создан достаточно удачный самолет Piper Jet, но, к сожалению, он существует только в одном экземпляре. И когда в компании поменялось руководство, компания Piper приняла решение прекратить, ну, производство, вообще закрыть проект по Piper. В одном экземпляре это одна модель или просто одна штука? Ну, фактически, скажем, летающий был только один. Фактически был только создан один летающий самолет, это Piper Jet. Он сейчас находится в Лейкленде, в музее, ну, скажем, на улице есть небольшой музей. Лейкленд — это такая знаменитый аэродром во Флориде, где проводится авиафестиваль Sun and Fun. И он там до сих пор находится, стоит на улице. Был проект Diamond Jet, то есть австрийской компании Diamond. Тоже в итоге был создан самолет, но финальной точки он так и не достиг. Eclipse в этом классе единственный, кстати, двухдвигательный самолет, который так был построен по канонам именно там классического джета с двумя двигателями. Но, к сожалению, тоже эта компания построила неплохой самолет, но такого успеха, который единственный, который добился у Cirrus, у нее тоже, наверное, к сожалению, не получилось. И вот Vision Jet. Vision Jet по факту это самолет, который достиг своей цели. Это целая, кстати, на самом деле история. Этот самолет практически 3 раза обанкротил компанию Cirrus. И Cirrus выстоял. Причем, наверное, в первую очередь выстоял за счет удачной модели SR-20, SR-22, которая, в общем-то, кормила в тот момент компанию и позволила. Я даже скажу из таких фактов, что, допустим, я не знаю, сколько потратил на этот Cirrus, но Eclipse на сертификацию своего самолета потратил практически $1 миллиард. То есть это огромные затраты. У Cirrus тоже были колоссальные проблемы. То есть и спасло его именно та идея, что, во-первых, я говорю, существовала модель SR, которая кормила в этот момент фирму, и очень удачная бизнес-модель на тот момент, которая, ну, скажем, позволила инвесторам компании поверить в эту сделку и, в общем-то, терпеть эти убытки, держаться и все-таки достигнуть и построить замечательный самолет. То есть сертифицирован Vision Jet был в 2016 году. В 2016 году были предоставлены первые 3 самолета клиентам, и потом уже пошла доставка. На сегодняшний момент вот этот самолет, он серийный номер 741. Он буквально выпущен 2 месяца назад, и сейчас уже выпущено, ну, я думаю, что там где-то 770 около самолетов. Первый самолет, кстати, который был доставлен клиенту, имел серийный номер 005. И интересный факт,
человек, который купил первый, реально, ну, продакшн, который уже проданный Vision Jet, до сих пор его не продал и до сих пор эксплуатирует его по сей день. То есть это интересный факт. Ну, почему, кстати, на самом деле, кстати, спрашивают, почему серийный 005? Потому что, конечно, до этого было 4 самолета, которые проводили испытания. Это уже самолеты непосредственно, ну, компании-производителя, на которых летались. Он создал как бы новую такую эху в авиации. Даже если сказать, вот если с точки зрения single engine jet, то есть именно легкий маленький джет с одним двигателем, не было, когда начали создаваться эти самолеты, не существовало даже правил, по которым сертифицировать эти самолеты. Такого класса самолетов не было. FAA, если достаточно быстро разработала правила и создала класс вот этих Very Light Jet, то в ИАСА, кстати, до сих пор этот самолет, он так и не имеет отдельного класса, и он как бы в ИАСА правилам он относится к турбопропам. И тут немножко, скажем так, есть такая коллизия, потому что, с одной стороны, да, этот самолет очень часто сравнивают с такими конкурентами, такими как ТБМ, там, начиная от 700, заканчивая 980 версией, или Пайперы, допустим, 46-е, ну, в первую очередь, наверное, 500, 600, 700, там, Jet Prop, то есть вот этот класс. Но этот самолет немножко как бы иначе, он создавался немного по совсем другой философии. Я хочу рассказать не только как бы о самом самолете. Мы сегодня полетаем, мы расскажем, как он летает. Но я хочу рассказать вообще философию, скажем, бизнеса и создания этого самолета. Цирус, когда появился, он вызывал такой сразу же с финансовой, очень такой, как бы, предложением. То есть можно было прийти на Цирус, заплатить буквально, там, не помню, там 5 или 10%, получить машину и финансирование, то есть это было завязано. И над этим самолетом немножко все так посмеивались. Кстати, подобная ситуация, как с Пилатусом было в PC-12. Однодвигательный турбопроп, это смешно, куда вы лезете. И тут пластиковый самолет. Со всеми, когда летают Bonanza, летают Cessna, летают все. Муни, знаешь. И вот к нему относились вот так. Плюс это действительно, она в Generation 1 ситуация возникла с сертификацией, когда пришлось поставить парашют все-таки. В итоге она немножко сделала. И этот самолет, на него смотрели такой, как выскочку. И думали, да, ну слушай, ну пусть балуются. И по факту эта выскочка, вот она зрела. И фактически она, давай так, она себя взяла и подвинула с рынка, в своей категории практически всех. Немного о философии этого самолета, то есть, в принципе, почему я говорил, что был создан новый именно Light Jet Aircraft класс, и немного, в принципе, о философии данного самолета. Наверное, в первую очередь, я скажу так, из бизнес-модели. Практически 80% людей, которые покупают Vision Jet, они до этого имели поршневой SR-20 или SR-22. И, в общем-то, была создана таким образом задача, чтобы человек, который летает на SR, очень быстро освоил этот самолет и начал летать. И плюс требования, которые выставляет Цирус, то есть фактически 10 часов. То есть человек, который летал на поршневом SR-22, должен в любом случае в 10 часов полностью стать профессиональным пилотом этого, ну, условно профессиональным пилотом на Vision Jet. Поэтому философия была так, чтобы транзишн, вот этот переход с одного самолета был, скажем так, практически незаметный. И тут, плюс, кстати, еще интересный нюанс по поводу крыла. Для того, чтобы это было незаметно и наиболее комфортный переход этого самолета, Vision Jet даже сделал размах крыла в Vision такой же, как в поршневой версии. Чтобы человек, который владеет самолетом SR, у него есть ангар. Как правило, это стандарт именно так называемого T-хенгера в Америке, и у него там стоит его Цирус. И должны сделать таким образом, чтобы он выкатил свой поршневой самолет, продал и на его место поставил Vision. То есть, чтобы даже размеры соответствовали этому. Я достаточно летал на Vision Jet, и, откровенно говоря, многие изначально сомневаются, этого там не может быть. Vision летает лучше и легче, чем поршневой самолет. И это достигнуто было следующим образом. Когда самолет строился, хотели создать такую систему, чтобы по ощущениям, по всему, по полету, по скоростям, он соответствовал поршневому самолету. Человек, пересевший, не чувствовал вот этой разницы. И тут на некоторые технические, скажем так, ухищрения пошел Цирус. Ну, к примеру, даже если говорить там о крыле, я сказал, вот интересный фактор. Скорость отрыва, скорость сваливания, скорость захода этого самолета
точно такая же, как у ЭСР. Но чтобы сохранить эффективность и чувствительность управления, при том, что самолет практически в 2 раза тяжелее. То есть, смотрите, этот самолет весит 2700 килограмм, а взлетная масса СР 1300-1400. То есть, 2 раза сделали. Что сделал Cirrus? Вот, если мы посмотрим по управлению, вот банальные элероны. Элероны установлены, имеют в 2 раза больше размер. То есть, это было сделано. То есть, СРовский элерон, он где-то вот такого размера. Этот в 2 раза больше. Именно для того, чтобы увеличить эффективность, ну и полностью сохранить такую же как бы управляемость, как на обычном самолете. Честно говоря, скажу, как пилот, мне очень нравится, как летает Vision. Объясню почему. Потому что у него появилась... СР летает прекрасно. Летает прекрасно. Но здесь вот это появилось, я могу сказать, наверное, если сравнивать с хорошими там спортивными машинами, не знаю, там может быть там Porsche, может быть там, не знаю, там, я так просто говорю, какой-то, ну действительно там с хорошей вот именно связью, когда вы по ощущениям на руле понимаете, в каком положении у вас находятся колеса. И вот на Vision появилась вот породистость, управляемость, на нем приятно летать. То есть он очень автоматизированный, он может практически все. И я скажу так, что он буквально даже не в полшаге от того, чтобы сказать пилоту «иди назад». Первое, много места. Это, то есть можно, и в общем-то в полете, честно говоря, можно даже отъехать вот так растянуться и лететь почти с вытянутыми ногами. Причем заднему пассажиру все еще очень будет много места. Да, все еще очень будет много места. Ну, скажем так, о приборной панели, о кабине самолета. Наверное, в первую очередь, надо сказать, о таком огромном остеклении, потому что видно по сторонам, это, наверное, основное. Но тут о приборах. То есть у нас есть PFD, MFD. Это как бы Primary Flight Display, где мы получаем основную информацию. Здесь у нас есть дисплей, на который мы можем выводить MFD, все, что необходимо. Multifunctional, то есть многофункциональный дисплей, на который мы вводим все, что нам необходимо. Три тачпада, вот так назовем. Основной это тот, который, скажем так, полетный, это Aviate. И сейчас у нас здесь включено CDBLC, то есть передача информации от диспетчеров в виде текстовых сообщений. Это здесь у нас навигационный, здесь дисплей управления радио и транспондером, но хотя они все могут меняться. Плюс еще, если мы хотим, допустим, нам нужна дополнительная информация, мы можем этот дисплей тоже превратить в PFD и MFD, и то же самое сделать с этим дисплеем, то есть добавить дополнительную информацию. Сейчас у нас есть карта, параметры двигателя и параметры самолета. Панель автопилота, панель климат-контроля, то есть фактически самолет оснащен кондиционером и автоматическим климат-контролем, который мы можем делать. Здесь у нас управление двигателем, вот управление закрылкой, управление двигателем. Сейчас включен режим автоматического траста, то есть самолет сам добавляет, прибавляет, просто он держит заданные параметры, которые необходимы. Триммер, управление расходом топливных баков. То есть у нас сейчас стоит автоматический режим, то есть самолет сам переключается справа налево бак автоматически. Но если по какой-то причине мы хотим это делать вручную, мы это можем. Ну, по сути, честно говоря, запуск и выключение двигателя вот этой маленькой панелькой осуществляется. То есть на земле мы проворачиваем вот эту штучку вот этим указателем положения OFF, нажимаем кнопочку стоп, старт-стоп, и у нас все это заканчивается. Кстати, тоже колесико, это как стандартная ситуация, выпуск шасси. Вот это бэкап дисплей. Если у нас что-то случилось, мы можем нажать вот эту штуку, и у нас этот прибор, эта панель превращается как основной primary flight display, то есть это дополнительное дублирование. Система пожаротушения самолета, кислородные маски, ручка активации парашюта. Ну и вот знаменитая эта красная кнопка, то есть которая Safe Return. Все на самом деле очень просто и очень комфортно. И очень просто. Я еще просто объясняешь, я думаю, настолько просто. Ладно, это я от лица всех, у кого нет PPL, сказал. Я вот так, если действительно положить руку на сердце, то летать на этом самолете, наверное, проще, чем даже на Cessna. Что дает в сравнении с своими конкурентами Vision? Однозначно он проигрывает в дальности. Это я скажу так, потому что философия самого турбопроп намного эффективнее. Ну, не намного, он эффективнее. То есть, поэтому, если мы сравним с конкурентами, как правило, то есть конкурент будет меньше потреблять топлива, ну и будет дальше лететь, потому что эффективность его выше. Vision Jet дает другую ситуацию. Он дает скорость, он дает несравнимый комфорт, если мы сравниваем с конкурентами. В этом классе
никто не может сравниться с уровнем комфорта Vision Jet. Ни TBM, ни Eclipse. Он быстрее своих конкурентов. Да, ну, наверное, скажем так, если отчасти взять, TBM-ка летает приблизительно одинаково. Очень часто буду повторять вот эту прощаемость, просто невероятную защиту от дурака. Инструментальная скорость у нас 190, вот, но уже мы все-таки идем по Маху. Мах 0,54. И если я сейчас решу выпустить закрылки, он не сделает этого. Он не сделает, потому что он понимает, что это ошибка. Он будет, если я что-то... Ну, попробуй. Все, ничего не произошло. Он не выпускает. Он написал ошибку, что эта скорость, недопустимая. И если заметил, он начал сбрасывать скорость. Чтобы она достигла той скорости, когда можно выпускать закрылки, и он это бы сделал. Даже, как бы это ни странно, у самого требования Цируса он допускает обучение людей на Vision Jet при налете 150 часов, что, в общем-то, вообще в других классах немыслимо. Ну, то есть это сверхмало. Потому что он всепрощающий, и вот эта система безопасности, которая внедрена в этот самолет, она очень четко все контролирует, защищает и делает. И тут, конечно, скажем, в какой-то степени я хочу сказать и спасибо компании Garmin, которая очень много уделила внимания для установки интеграции системы управления и навигации в этом самолете. Ну и плюс, как бы я же говорю, таких небольших куча плюшек у этого самолета. Кстати, ключевая плюшка, назовем так, это наличие вот здесь вот парашютной системы. А парашютная система изначально во всей истории Цируса была стандартной комплектацией. Это не опция. Это то, что вы не можете купить самолет без этого. И Vision в том числе оснащен парашютной системой, поэтому, несмотря на один двигатель, у вас есть дополнительная защита. Кстати, я использовал парашютную систему на Vision Jet. Это было на тренажере в Ноксвилле в компании Cirrus. Тяни парашют. Опа. There you go. Мы только что столкнулись с другим самолетом в воздухе. And I'm alive. Looks, Under the parachute. да, выглядит, как будто бы я выжил. Интересная тоже ситуация. Он не просто выстреливает парашют. Вы когда вытаскиваете аварийный выпуск парашюта, самолет сам делает специальный маневр, чтобы погасить скорость. Когда нужно, он полностью стабилизировал самолет, он выбрасывает парашют и стабилизирует самолет на парашюте и приземляет. И это факт, и это мы делали. Кстати, такой же случай был, ты знаешь, да, когда от грозы в СР-22 вылетел... Читал где-то, да. Да, то есть ударила молния, и у него вылетел парашют. Мне всегда интересно, что в этот момент должен чувствовать пилот. Ну, понимаешь, проблема в этом, пилот в это время спал дома. Его самолет просто стоял на аэродроме. И в него На аэродроме? Да, в него попала молния, и у него вылетел парашют. Все, то есть... Еще из дополнительных опций, которые, кстати, уже стала стандартной комплектацией, это была в какой-то момент опция, это система автоматического возврата и автоматической посадки самолета, если, не дай бог, пилоту самолета, скажем, стало там зле или, то есть ему плохо, он не может осуществить посадку, возможно, по любым причинам каким-то. Пассажир, любой человек может нажать аварийную кнопку, и самолет полностью автоматически выберет. Он не просто сядет, он проанализирует погоду, он выберет аэродром, на который наиболее выгодный ему для посадки. Более того, что интересно тоже особенно, что если будет два аэродрома и один с диспетчером, другой без диспетчера, он примет решение садиться на аэропорту с диспетчером, потому что в его философии пилоту стало плохо и надо приземлиться там, где есть люди, которые могут оказать ему помощь. И он полетит на аэродром с диспетчером. Он полностью выполнит всю процедуру, то есть он придет на аэродром, выпустит шасси, закрылки, сядет на полосу, оттормозится и выключит двигатель. То есть это как бы такая целая оболочка. Так вот, этот парашют весит порядка 70 килограмм. Это, кстати, дополнительный вес, и понятно, что за этого мы убрали одного пассажира или порядка 100 литров топлива, что, в общем-то, даст нам где-то, наверное, порядка километров 200 полета еще дополнительных. Но мы всегда имеем с собой, скажем так, кнопку жизни. На сегодняшний момент есть два случая применения парашюта на Vision Jet. Первый случай произошел во Флориде.
чистая ошибка пилота, то есть была очень сильная гроза, то есть все авиалинии разбегались в разные стороны, но один смелый пилот все-таки решил пронзить грозовое облако. В общем-то, для понимания, что такое гроза, не существует самолетов, которых гроза не может разорвать на мелкие части, как бумажку. Но человек все-таки решил полететь. Очень опасная ситуация образовалась. Фактически его уже крутило. Самолет практически был в перевернутом полете. И уже понимая, что ничего делать, он дернул парашютную систему. Самолет умудрился выровняться, выбросить парашют и приземлиться в болотистой местности Флориды. 4 человека на борту, 4 человека живые. То есть и это факт, это безопасность именно по этому самолету. Второй случай был самолет, это была уже ошибка. На самом деле уже техническая ошибка, там возникли проблемы в электроцепи. Самолет начал делать маневр безопасности, потому что здесь предусмотрено таким системам, что самолет перед тем, как раскрыть парашют, всегда гасит скорость, чтобы парашют не разорвало. Там целый алгоритм, который он принимает решение, как выйти, как погасить скорость, как выбросить парашют. Кстати, парашют огромный, 32 метра в диаметре. То есть это огромный парашют, который сажает этот самолет. И, честно говоря, тоже человек запаниковал. Есть специальная процедура, то есть надо зажать кнопку выключения автопилота и подержать, чтобы отключить эту систему. Ну, скажем так, действительно такая экстремальная ситуация. Человек запаниковал, парашют выбросило, самолет опять приземлился. И самое главное, что все живы, все целы и все прошло. Поэтому наличие этого парашюта, вот даже на этом самолете, единственное в мире реактивном самолете с парашютной системой. Интересная ситуация для сертификации этого самолета. То есть вот тут вот установлен, не знаю, назовет как бы форсунка. Тут много по кругу форсунок, которые разбрасывают специальную жидкость, чтобы здесь не образовывался лед. И это было сделано для сертификации. Здесь как бы антиобледенительная система, назовем так, носа самолета, за которой установлен радар. Для чего это было сделано? Потому что двигатель самолета находится на спине, и если кто-то это когда-то видел, когда самолет приземляется, то, как правило, здесь лед, он начинает расти такой короной. Он начинает расти такая, как образуется как корона, большой кусок льда. И, опять же, как правило, со временем ее срывает потоком воздуха, и был риск, предполагался, что этот кусок льда залетит в двигатель, и, соответственно, двигатель может остановиться. Никогда этого не происходило. Никогда не происходило. Более того, что Cirrus, когда уже проводил именно специальные испытания в условиях обледенения, это было на севере Канады, были установлены камеры, и четко было определено, что за счет как-то аэродинамического эффекта, если его срывает, он пролетает, то есть 2 фута, то есть 60 сантиметров выше двигателя. То есть за счет аэродинамического потока он не попадает в двигатель. И тоже, между прочим, тоже фактор установленного двигателя дополнительно безопасность влияет. Ни одного bird strike за все это время эксплуатации именно двигателя. Потому что для авиационных реактивных двигателей одна из колоссальных проблем — это столкновение с птицей. Когда птица попадает в двигатель, естественно, движок разрушается. За все время эксплуатации ни одна птица, которая попадала в самолет, она никогда не попала в двигатель, потому что даже при столкновении ее отбрасывало выше двигателя. Принципиальное отличие Generation 3. Они убрали, допустим, фактически тут так. Изменен салон. Причем ключевая особенность, потому что все предыдущие самолеты были сертифицированы, фактически 5+2 ребенка. Это уже чисто 7-местный взрослый самолет. И тут полноценное сиденье в 3-м ряду, и вы можете взять 7 человек, и самолет может лететь 7-ром. Единственное тогда, то есть если приблизительно считать профиль полета, с 7 человеками вы должны, соответственно, взять меньше топлива, и самолет в данной ситуации может лететь, скажем, с резервами, со всеми, порядка 800-900 километров вы можете летать 7-ром. Да, если вы на борту находится 2-3 человека, самолет уже может лететь порядка, почти 2000 километров. Первое, если взять, откровенно, здесь просто колоссальное количество места и удобно, и пространство, которое в этом самолете есть. Несмотря на его, скажем, наверное, относительно скромные размеры внешние, этот самолет сильно больше внутри. Вот я говорю именно тот момент, что он внутри
больше, чем снаружи. И из запроса вот здесь стоял, в предыдущих самолетах стоял здесь большой монитор, на самом деле такой огромный. И Cirrus провел опрос владельцев самолета и сказали, 95% владельцев VisionJet там никогда не пользуются этими телевизорами. Потому что, во-первых, фактически, скажем так, присутствие пилотов, присутствие пассажиров в самолете, очень хороший обзор вперед, хороший обзор назад, он как бы придает такое участие в полете, и люди делают. А кто хочет, достает iPad и пользуется iPad. И, кстати, в этом случае уже были поставлены вот такие системы сюда, кронштейны, которые вы можете ставить держатель для iPad. Места очень много. У меня ключи от отеля выпали внутрь механизма сидения. Даня, послушай, ты на самом деле сейчас засыпешь самолет мусором. Я не могу их достать, смотри, вот там пружина, и они упали вот туда в механизм кресла. Вот это они лежат? Да, вот там внутри. Вот мы нашли слабое место Вижена. Я так понимаю, без шансов поместиться. А Детские места. давай проверим. То есть на самом деле на предыдущем самолете было установлено 3 сидушки, одна взрослая посередине и 2 детские. Сейчас здесь, посередине понятно, вообще как бы великолепно и можно лететь вот так вот, как и впереди. И я вот сейчас попробую сесть за своей сидушкой и по факту я поместился. Скажем так, вот 2, людям моего размера здесь будет абсолютно комфортно, именно от слова абсолютно лететь. 3 будет тесновато, но 3 некрупным людям и детям здесь будет прекрасно. И комфортно сидеть, не говоря о том, что уже эта сидушка максимально подвинута назад, и у людей, люди впереди вообще сидят таким образом, что они не дотягиваются нога. То есть можно, это комфортно, это хорошо. Я, конечно, не знаю, при каком развитии событий тебя бы посадили там на самый задний ряд. Если провинился. У нас 560 литров каждое крыло, это сумма 1120 литров топлива, при том, что он расходует порядка 240 литров в час и при скорости 580 километров в час, то есть давайте так, что это 4 часа полета с минимальным резервом или 3 часа спокойного полета. То есть по факту самолет, имея на борту 3-4 человека, может летать до 1800 километров дальности, что по большому счету вполне устраивает именно большое количество людей. Это 3 часа, когда можно, действительно можно приземлиться, выпить кофе, сходить в туалет, не знаю, чуть-чуть размять ноги и лететь дальше. Абсолютно достаточный багажник, то есть можно поместиться легко 3-4 чемодана. Есть большое отделение вот здесь, которое уходит для лыж, то есть если вы летите с лыжами, с кружками для гольфа, этого тоже достаточно места. Не говоря уже, что если вы летите вчетвером, то есть огромный 3-й ряд, на котором можно накидать каких-то там, не знаю, покупок или чего-то. На нем установлен двигатель Williams. Это на самом деле очень-очень известные старые двигатели, которые там с времен еще с военной авиации, они очень популярны и в гражданской авиации, то есть в реактивной. Очень проверенный, очень надежный двигатель. У него межремонтный ресурс 4000 часов. И особенность этого двигателя Williams. Все реактивные двигатели, помимо наработки двигателя, имеют еще так называемый cycles. Это циклы. То есть у него 4000 часов, к примеру, и, к примеру, 5000 запусков. Это все, что существует. Что такое cycle? Cycle – это запуск двигателя. То есть как бы система пишет каждый запуск двигателя, потому что очень большая нагрузка во время запуска происходит на двигатель. И кстати, это очень такой тонкий процесс. И наибольшая, скажем так, вероятность и наиболее ответственный момент реактивного двигателя – это его запуск. Потом он работает практически, скажем так, просто как керосиновая лампа, горит и все. Но вот запуск – это сложный момент. В этом самолете это полностью автоматизированная система. То есть вы, как в автомобиле, нажимаете кнопку «Старт» и все. Он все сделает самостоятельно, он запустит и полетит. Второй момент – это этот двигатель настолько надежный, что он не имеет циклов. То есть вы можете запускать, останавливать двигатель сколько угодно, потому что у него как бы overprotection, такая как бы сверхзащита и конструктивно по железу, и очень мощная защита за счет системы ФАДЕКа и автоматизации. Немножко из нюансов тоже по полету, так как центр тяжести самолета расположен здесь, а двигатель здесь, есть небольшой такой рычаг,
И когда вы даете полный газ, немного самолет нагружается вперед. Ну, скажем так, опять, это легкие ощущения, которые сказать. Но, в принципе, в остальном все великолепно. Проверили отсутствие заглушки, то есть, в принципе, чтобы ее вытащить, надо по ступеньке зайти сюда и вытащить. И были случаи, когда владельцы Vision забывали их вытащить, запускали двигатели, и даже какое-то время Williams бесплатно это делал, но потом, когда это уже превратилось в систему, сказали: люди, не забывайте, и теперь платите за забытую заглушку, которая улетела в двигатель сами. Это же двигатель заканчивает двигатель. Ну, это стоит сотни тысяч. 20 случаев покрыли. На 21-м была встреча больших начальников Уильямса, Цируса, и говорит: ребята, это надо прекращать. Это очень дорого. А зачем? А почему они 20 покрыли? Это даже потому что удивительно. контракт Jetstream, вот этой там... Это там по программе... Это по программе FOD, Foreign Object Damage. То есть это то же Jetstream самое, покрывал. это то же самое, чтобы тебе бы птица взлетела в двигатель. Ага. То есть там был действительно легальный вопрос по контракту. То есть, ну, конечно, когда первый раз это случилось, они, наверное, просто вытащили контракт, давай смотреть, как мы это покрываем. И было так, что они это покрывают. Кстати, смотрите, как красиво Прага Прага, смотрится. 20 они юридическое было основание, и да, это... надо было покрывать, и это, кстати, покрывалось в Цирус вместе с Уильямсом. Но это, конечно, это случай такой, где глупо, это глупость. И большинство, как ты говорил, мы все это рассматриваем, большинство случаев это было, что надо припарковал самолет, ой, пожалуйста, типа на другую позицию его переменяйте, или даже было, что, то есть не было такого, что я пошел летать и забыл их снять. Это было всегда случай, который надо включить двигатель или в ангар загнать, или надо на другую стоянку, или и так далее. Поэтому я лично, я боюсь таких, не дай бог, такой случай, называется career ending moment. Представьте, насколько обидно было 21-му владельцу Virgin Jet, который не убрал заглушку. Наверное, стыдно им всем одинаково, а обидно точно 21-му. 21-му пришлось заплатить. Знаменитый VTL. На самом деле, основное ее преимущество этой системы это скорость. Потому что у нас отсутствует третья поверхность, и это создает меньшее сопротивление. И, в общем-то, я предполагаю, что тут было как бы две задачи. Основное, понятно, что из-за того, что двигатель установлен таким способом, невозможно установить классическую схему, как, допустим, тот же самый сделал Piper Jet. То есть Piper Jet поставил двигатель как непосредственно, скажем так, в киле. Вот здесь он стоял. У Diamond выхлоп был снизу. То есть здесь поставили в развале этого, и это двоякая вещь. Во-первых, позволило разместить в этом месте двигатель, как оказалось, достаточно безопасных во всех моментах установки. И второй момент, это все-таки дает дополнительную скорость, потому что сама философия VTL лишает нас лишней поверхности, которая создает дополнительное сопротивление. Самолет оснащен системой CPDLC, то есть мы сейчас получили как бы сообщение от диспетчера, то есть вот нам установить Squawk 1475, вот мы нажимаем просто Welcome, Send, и у нас Set. И у нас автоматически, то есть получается, что диспетчер вместо того, чтобы нам говорить эту информацию, допустим, что мы должны поменять Squawk, он просто отправил нам, фактически смс-ку, как бы text message. Мы получили его, самолет это принял, и мы, чтобы вручную не переставлять, мы сразу же с этого сообщения перекинули на транспондер и поменяли это. То есть эта система на самом деле давно очень применяется в большой авиации, то есть и сейчас это начало уже переходить и в General Aviation, и вот на Цирусе мы эту систему имеем. Спасибо Гармину. Наверное, это должен быть самолет Цирус Гармин. То есть Гармин, как-то заслужил, потому что с точки зрения ту работу, которую он продумал с интерфейсом и удобство, потому что вот мое впечатление, летая на Vision Jet давно, и вот то, что, кстати, от Generation 7 SR я произвел, они сделали этот, я, наверное, где-то могу сравнить это с продукцией техники Apple, то есть она интуитивная. То есть все, что здесь сделано, оно интуитивное, то есть не надо, даже если вот там говорит тысячный гармин, банально, это великолепная система. Великолепная, функциональная, и по функционалу она ничем не отличается от этого, она выполняет все то же самое.
Ну, это, наверное, если вот с миром электроники Windows, когда ты заходишь в окошки, смотришь, ты должен понимать туда, то здесь по факту, если честно говоря, просто посмотри на картинки. То есть ты возьми, посмотри на картинки. То есть вот тебе даже нарисовано трафик, вот погода это облачко. Если у тебя там предупреждение столкновения с землей, вот тебе написан холмик нарисован, тут у тебя написан flight plan, процедуры, то есть оно, или там ты хочешь послушать музыку или телефон, вот он у тебя нарисован картинки. И, в общем-то, вот эта философия, которая передалась, вот интерфейс общения пилота и самолета, он просто интуитивный, удобный, и этот самолет, скажем так, вопрос даже не в том, что это удобно. Тысячный Гармин или даже старые аналоговые пригоры, на них прекрасно можно летать. Но оно очень сильно снимает нагрузку с пилота. То есть у тебя даже, я скажу, такие моменты, как отвлечься в сторону. То есть даже как ты отвернулся в сторону и где-то там заболтался, ты летишь с друзьями, с семьей, он тебе постучит, скажет: ребята, стоп, он просто тебе подскажет, он будет тебя вести. И это очень удобно, и по факту, это, говорю, это и безопасно. Технология существовала, она не была сертифицирована, а то, что они смогли сертифицировать технологию и сделать ее доступной, то есть, в принципе, этот уровень безопасности сейчас можно установить на Cessna 150, да? Да, он и есть. И, то есть, она доступна. И фактически можно добавить весь этот функционал в 50-летний самолет. И сделать его намного безопаснее. Ну, на несколько уровней. И это по факту увеличить и комфортнее, и безопасность, и в общем-то, ну вот удовольствие от полета. Я могу подвести итог, как незаангажированный, наверное, человек с чувством самосохранения на этом борту. То есть мужички упорно клепают металл, ставят на них двигатели, которые превращают топливо в кучу шума, лезут на них 500 км в час в облака, и Гармин просто изо всех сил пытается сделать какие-то системы, чтобы эти мужички не убивались. Да? Ну, где-то так и есть на самом деле. Я провел несколько дней с этим самолетом. Кстати, мы сняли видео о путешествии по Европе на Vision Jet. Мы отдельно его смонтируем и выпустим в одном из следующих выпусков. Но, наверное, свое мнение, которое я хочу рассказать об этом самолете. Если сравнивать его с конкурентами, этот самолет в чем-то выигрывает, в чем-то проигрывает, но на самом деле среди своих конкурентов это наиболее комфортабельный самолет. Это наиболее самолет, который легче летать. То есть, наверное, все-таки, если я сравниваю свой опыт полетов на конкурентах, этот самолет в своем классе наиболее легкий для полетов. И, как это ни странно, он легче летает, на нем легче летать, чем на многих поршневых и небольших и учебных самолетах. Но самое главное, я повторюсь, в этом самолете это что? Это комфорт, который ни один его конкурент не предоставляет в таком объеме, как предоставляет Vision Jet, и огромную эмоцию. Это самолет, который заставляет вас всегда улыбаться и всегда чувствовать, и на самом деле еще, в общем-то, произносить такую фразу: «Я летаю на джете». Так что летайте на таких замечательных самолетах, на которых летаем мы. Смотрите, насколько прекрасна наша планета сверху. Я Владимир Васильев, прощаюсь с вами, увидимся в следующих сериях.